На Земле есть места, где люди живут в совершенно невероятных условиях. Места, о которых вы даже не слышали. Эти удивительные ландшафты и строения способны не только поразить воображение, но и заставить задуматься о том, как разнообразна наша планета. Я решил поделиться с вами своими впечатлениями о некоторых из этих уникальных архитектурных чудес мира. Дом-скрипка в Китае Piano House – это не просто здание, а настоящее произведение искусства, расположенное в китайском городе Хуайнань. Его создателями стали целая команда студентов архитектурного факультета Хэфэйского технологического университета в сотрудничестве с опытными дизайнерами компании Huainan Fankai Decoration Project Co. Заказчиками выступили местные власти, которые нацелились на то, чтобы создать архитектурное чудо, которое привлекло бы внимание как жителей Китая, так и туристов. По многим отчетам и многочисленным фотографиям, размещенным в интернете, их замысел успешно воплотился в жизнь и стал символом нового развивающегося района. Удивительным фактом является то, что здание не связано с музыкой, несмотря на свою форму. В стеклянной прозрачной скрипке, которая возвышается среди других зданий, находится эскалатор, помогающий посетителям перемещаться между уровнями, а в полупрозрачном пианино расположен выставочный комплекс. Ночью черный рояль сливается с окружающей темнотой, и видимыми остаются лишь неоновые контуры силуэтов этих гигантских музыкальных инструментов, создавая завораживающее зрелище, которое невозможно забыть. Кубические дома в Нидерландах. Кубусвонинг – это уникальные кубические дома, построенные в Роттердаме и Хелмонде по проекту архитектора Пита Блома в 1984 году. Каждый из этих ярко оформленных домов имеет геометрическую форму куба, однако настоящая изюминка заключается в том, что эти кубы установлены не на грани, а на шестиугольные столбы под углом, что создает эффект динамики и движения. Несмотря на сложное инженерное решение, практически все дома являются жилыми помещениями. В каждом из них располагается отдельная трехэтажная квартира площадью около 100 квадратных метров. Следует отметить, что четверть пространства является абсолютно непригодной для жилья из-за сильного наклона стен и пола. Чтобы лично оценить все плюсы и минусы жизни в таком необычном помещении, можно забронировать койко-место или отдельную комнату в хостеле Stayokay Rotterdam Cube Hostel, который занимает один из кубов. Также проводятся экскурсии, которые предлагают местные жители. Особенно интересен музей, расположенный в одном из зданий квартала, где можно не только увидеть кубы изнутри, но и получить информацию об архитектурных решениях и процессе их строительства. Кривой домик в Польше. Кшивый домик – это здание, которое выглядит как настоящий домик в стиле оптической иллюзии. Построенное в 2004 году архитектурным дуэтом Шотинский и Залевский в городе Сопоте, оно является ярким примером креативного подхода к архитектуре. Внешний вид этого дома напоминает волшебный домик из детских книжек, и за это можно сказать спасибо сказочным иллюстрациям польского художника Януша Коровяка, вдохновившим архитекторов на создание такого необычного строения. Конструкция здания не имеет ровных мест и углов. Дверцы и окна асимметричны. Стены изгибаются в причудливые формы, а зеленая черепичная крыша, напоминающая морскую волну, создает ощущение, что дом плавится под солнечными лучами. Однако, попадая внутрь дома, вы совершенно забываете о его необычной внешности. Здесь находятся светлые и ровные стены, среди которых располагаются уютные рестораны, магазины и даже радиостудии, которые приветствуют каждого посетителя. Дом книги в США. Здание публичной библиотеки в Канзас-Сити
стало настоящей гордостью местных жителей благодаря своей уникальной архитектуре, которая бросается в глаза каждому, кто проходит мимо. Одна из стен этой библиотеки была построена в форме гигантской книжной полки, на которой разместились такие шедевры, как «Властелин колец», «Ромео и Джульетта», «100 лет одиночества» и другие великие произведения классиков мировой литературы. История этого здания началась в 2004 году, когда библиотека была перенесена в старое здание Первого национального банка, а через 2 года после переезда недалеко была построена парковка. Для того, чтобы сохранить архитектурный облик здания и закрыть вид на машины, было принято решение о строительстве необычной стенки в виде книжной полки. Внутри здание также отличается своей атмосферой. Все оформлено в банковском стиле, что служит данью уважения историческому прошлому этого величественного здания. Дом-камень в Португалии. Casa do Penedo – это фантастический дом, который был построен в 1974 году архитектором Витором Родригешем на севере Португалии, между городами Фафе и Селорику-де-Башту. Здание расположено в живописной горной местности и идеально вписывается в окружающий пейзаж. Конструкция дома состоит из 4 валунов, соединенных друг с другом стенами из натуральных материалов. Благодаря уникальному архитектурному решению, с одной стороны дом выглядит как огромная каменная глыба, которая просто выросла из земли. Изначально Витор создавал это здание для своей семьи, стремясь к уединению и спокойствию. Но со временем информация о сказочном строении просочилась в СМИ, и число желающих увидеть этот чудо архитектуры значительно возросло. В итоге, в 2009 году владельцы были вынуждены покинуть свой дом. Теперь здесь расположен музей, в котором можно увидеть фотогалерею и узнать увлекательные истории о Пенедо, что в переводе с португальского означает «валун» или «утес». Дом Нора в Мексике Organic House был спроектирован в 1984 году недалеко от Мехико архитектором Хавьером Сеносиайном, который прославился своими уникальными домами-землянками. Площадь этого дома составляет 178 квадратных метров, большая часть из которых спрятана под землей. Несмотря на такое необычное архитектурное решение, внутреннее пространство совсем не похоже на темную нору. Все комнаты здесь имеют большие стеклянные окна, которые внешне напоминают иллюминаторы. Интерьер дома повторяет природные формы. Мягкие линии стен без острых углов и параллельных линий создают атмосферу гармонии и спокойствия. Мебель для дома была изготовлена таким образом, что она является продолжением стен. Это сделано для минимизации затрат и экономии полезной площади. Еще одной особенностью Organic House является его экологичность. Для отопления и охлаждения дома используется исключительно геотермальная энергия. Здание окружено землей и травой, что защищает его от воздействия солнца, ветра и дождя. Дом-ракушка в Мексике. Наутилус – это еще одно удивительное творение архитектора Хавьера Сеносиайна, построенное в 2006 году в мексиканском городе Наукальпан-де-Хуарес. Дом получил свое название в честь моллюска, обитающего в глубинах Тихого и Индийского океана. Здание выделяется множеством разноцветных витражей, которые переливаются на свету и создают эффект ракушки, только что выловленной из воды. Внутри здания еще впечатляюще. Вся мебель расставлена среди зелени, которая растет прямо из пола, а перемещение по дому осуществляется по специальным каменным тропинкам. Дизайн интерьера подчеркивает гармонию с природой и создает ощущение единства с окружающим миром. Дом-отшельник в Сербии недалеко от города Баина-Башта на реке Дрина расположился крошечный деревянный домик. Причем он находится не на берегу,
а в буквальном смысле слова на реке. Более 50 лет назад это здание было построено местными ребятами для отдыха, а сегодня оно стало одной из главных достопримечательностей Сербии. Особую популярность домик приобрел после того, как его фотографии были опубликованы в известном журнале National Geographic. Этот дом-отшельник стал символом сплоченности и целеустремленности местных жителей. За долгие годы своего существования строение неоднократно подвергалось разрушению под натиском сильных ветров и волн, но жители всегда восстанавливали его, демонстрируя невероятный дух и упорство сообщества. Дом-пузырь во Франции. Bubble House – это удивительный дом неподалеку от Канн, построенный в 1989 году по проекту архитектора Анти Лавага и принадлежащий знаменитому французскому модельеру Пьеру Кардену. Необычное здание выполнено в форме пузырей и внутри напоминает древние пещеры. Общая площадь участка значительно впечатляет – 8500 квадратных метров, из которых 1200 занимают само здание. Каждый пузырь имеет огромные иллюминаторы с шикарным видом на море, а естественный розовый цвет стен подчеркивает причудливый образ строения. Вокруг дома разбиты красивые сады и каскадные бассейны, создающие атмосферу уюта и гармонии с природой. Зеркальный дом в Калифорнии. Lucid Stead – это удивительный дом, который был построен в национальном парке Джошуа-3 американским художником Филиппом К. Смитом. Когда впервые взглянуть на эту необычную конструкцию, не сразу понятно, как она удерживается. Но если подойти ближе, вы сможете заметить зеркала на фасаде и дверях, которые создают иллюзию прозрачности. Первоначально это была старая деревянная постройка, но Филипп смог вдохнуть в нее новую жизнь, превратив ее в произведение искусства. Сегодня тысячи туристов прибывают сюда, чтобы сделать уникальные фотографии. Это возможно делать в любое время суток, так как ночью окна и двери подсвечиваются яркими цветами, что сохраняет красоту и оригинальность здания, придавая ему магическое очарование. Вот такие необычные и захватывающие строения можно найти на нашей планете, каждая из которых обладает своей уникальной историей и архитектурным решением. Эти здания не только служат жильем, но и становятся настоящими шедеврами, привлекающими внимание людей со всего света. Каждое из этих мест способно открыть новые горизонты и принести массу вдохновения. Путешествия к ним становятся настоящими приключениями, которые навсегда остаются в сердце.